Марк Эббот, 60-летний житель Канады, который живет с необычным питомцем, белой медведицей по имени Эйджи. Эта история могла бы стать настоящей сенсацией среди новых соседей, если бы их представили, но нас интересует совсем другое. Важно понять, как произошло так, что огромный хищник не только живет рядом с людьми, но и не превращает их в обед. Примечательно то, что лишь Марк и его супруга могут находиться рядом с Эйджи. Любые другие люди вызывают у медведицы агрессию. Как сам Марк объясняет, он давно научился распознавать язык тела своей питомицы. Однако, если кто-то решит повторить его действия, то, скорее всего, будет воспринят медведицей как добыча. Медведица испытывает к Марку нечто, похожее на родственные чувства. Все началось, когда он взял ее к себе, когда Эйджи было всего 8 недель. Возможно, она воспринимает его как маму, что неудивительно, учитывая ранний возраст, когда она попала к нему. Но стоит задаться вопросом, кем нужно быть, чтобы держать белого медведя в своем доме в течение 27 лет. Ответ прост: Марком Эбботом, профессиональным дрессировщиком. Он прекрасно понимает поведение животных, знает, как установить с ними контакт и вызвать доверие. Именно это и необходимо для того, чтобы животное научилось выполнять команды и не видело в человеке добычу. Долгие 27 лет доверия между Марком и Эйджи не были легкими. Это потребовало времени и усилий, чтобы хищник начал воспринимать дрессировщика как друга. Сейчас их отношения настолько крепки, что Марк позволяет медведице смыкать челюсти у себя на голове. Это, вероятно, единственный случай в мире, когда человек с уверенностью может сказать, что белый медведь является частью его семьи. Эйджи ведет себя с Марком так, словно она обычная домашняя собака, позволяет себя гладить, играет с ним. Этот случай уникальный пример дружбы между человеком и опасным хищником. Неизвестно, устраивает ли Марк публичные представления со своей медведицей, но вполне можно предположить, что множество людей во всем мире с радостью бы пришли посмотреть на это. Интересно и то, как проходит обычная жизнь этой семьи, где одним из членов является огромный белый медведь. Как вы думаете, возможно ли безопасно содержать такого зверя дома? Насколько это опасно для самой семьи Эбботов и их соседей? Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.